outside the house. И когда мы пришли, мы увидели ребенка, который играет перед домом. So then we asked the mother, what? The child, your child is playing outside the Мы house спросили normally. мамашу, почему вы говорите, что он в опасном состоянии, он же играет у вас на улице. Then she said, by the time I started from the house, my child was lying in the bed without moving. И она сказала, когда я выходила к вам из дома, мой ребенок лежал и вообще не шевелился. Спал, может. There are some mothers who always complain that Просто есть такие мамы, которые все время жалуются, которые все время видят какие-то that their children are not eating at all. Они, например, могут сказать, мой ребенок вообще не ест. But when we have closely observed, then the fact is that the children are eating as much as is needed for them, but not according to the expectation of the mother. Но когда мы смотрим на этого ребенка, мы просто понимаем, что ребенок ест столько, сколько ему нужно, а вовсе не столько, сколько ожидает от него мамаша. So that she has reported that the child is not eating at all. И в ее рассказе про состояние ребенка звучало, что мой ребенок вообще не ест. If you really take this as a fact, если мы напишем, что у ребенка вообще нет аппетита, он вообще не ест, тогда что происходит? You'll give a wrong medicine. Тогда мы дадим неправильный препарат. So we have to also know about the person who is reporting. Также мы должны понимать, поэтому мы должны смотреть не только на пациента, но и на человека, который рассказывает нам о состоянии пациента, потому что у него там... That is why always that is why always it is important for us personally to see the patient. Поэтому нам очень важно посмотреть на пациента. Especially when first time we have to особенно в первый раз, start the treatment. Когда мы начинаем лечение, очень важно увидеть пациента. Also during subsequent times also. В последующие разы тоже неплохо. Sometimes some persons who come to us to report about the patient. Иногда человек приходит рассказать про пациента. Some persons they don't care to have a real information. They just have some vague information and they are not so careful to give real information. Иногда они бывают, они не очень-то там заботятся о том, чтобы какую-то реальную информацию дать, они говорят свои какие-то домыслы. Many times we are confronted in such situations. Мы очень часто встречаемся с такими ситуациями. The person who came to pick up the medicine by reporting, and then if we put some questions about the patient, then he says he doesn't have proper information, then he gives some answer. He gives some answer which just... Иногда бывают такие люди, что мы им даем, мы их спрашиваем о чем-то, но они не особо владеют информацией, они просто отвечают для того, чтобы хоть что-нибудь ответить. So therefore we must be sure that the information given is exact information. Вот. Поэтому каждый раз нам нужно убеждаться, что та информация, которую мы получили, это правильная информация. So we have to, in preparing the case sheet is a big task, an important task. И подготовка кейса – это очень важный момент. And then once the case sheet is prepared, а когда кейс готов, case sheet is, you cannot expect that the case sheet is completely prepared in every case at the first meeting. Мы должны понимать, что та информация, которую мы получили, это не окончательная информация, это только первичная информация. Это не завершенный кейс. Когда в первый раз мы берем, да. Therefore, every time when the patient comes back, каждый раз, когда пациент возвращается к нам, we must also once again, мы должны еще раз проходиться по нему. Once again observe whether any more missing information is there which is given now. И проверять, может быть, какая информация отсутствует, которую мы сейчас можем получить. So we cannot just give away medicine like a routine.
Нельзя просто как рутинно прописывать очередной медикамент и отпускать человека. It is not like with the allopathic doctor. Это не так, как в аллопатии. In the allopathic doctor, when the patient goes, it's only a few minutes, then just looks at the report and gives immediately prescription. We cannot do that. Мы We не have to можем know again. просто посмотреть там на какие-то анализы и сразу выписать препараты и через несколько минут отпустить пациента. Нам нужно снова и снова возвращаться к кейсу. So we have to, every time we should have the case sheet. So that is why we make a record and we keep this record. And when patient comes back again, we correlate whether the condition, there is any change in the condition or any additional conditions are there. So we have to Также нам always нужно посмотреть, сверить его сегодняшнее состояние с тем, что мы записывали в первый раз, что изменилось, может быть, что-то новое появилось. and then Прежние жалобы исчезли. we have to arrive at what is called the totality of symptoms. Итак, мы приходим к совокупности симптомов. Which edition of organon you mean by this aphorisms? It is fifth or sixth edition of The number organon? in the fifth and sixth also, because it is Апhorisms are same. aphorisms are the same. Да, нумерация афоризмов одинаковая в пятом и в шестом. And after making a case sheet, then we have to rearrange it. И когда мы сделаем этот кейс, мы должны его переоформить To classify the symptoms, для того, чтобы для классификации симптомов. because from all the information we have to pick up. For example, first of all, what Потому we что из need, всей информации, которую мы получили, мы должны вычленить кое-что. we have to find out and classify the symptoms into, one is characteristic symptoms, Сначала мы должны выделить характерные симптомы, and then mental symptoms, потом ментальные симптомы, and then modalities, модальности, and then past history, дальше прошлая история, family history, история в семье, история болезни в семье, and also peculiar symptoms. и очень важны особенные симптомы. First is about characteristics. About the general characteristic symptoms, general characteristic symptoms. The generally when you General symptoms. general symptoms, Общие симптомы. and importance is to be given first to the mental symptoms. Особое внимание мы уделяем ментальным симптомам. Can you give example of what characteristic symptoms? Because we didn't understand this.
characteristic symptoms is first is general picture of the patient. Wha- First wha- when we Mhm. first when you What he is telling? what he His is complaint. what No. his complaint is, first we take that, from that we classify like this, Mhm. and characteristic symptoms means characteristic symptoms means the how generally he for example, when he his general character means his generally how he prefers his preferences, and he prefers he feels comfortable in which conditions, and these things, Likes, dislikes, their likes, dislikes, these things, like appetite, sleep. appetite, sleep, yes, these are also. Ну да, общие симптомы, то есть аппетит, сон, что какие вкусы нравятся, не нравятся, что какая погода нравится, не нравится. Ну то есть вот его описание. And mental and also in the characteristic symptoms, you see the way of the how he in his habits and all these things, for example, if he if the person he says that after I feel not comfortable after having food. So after having food I feel very lazy, not comfortable, like this. Какие-то общие вещи, как, допустим, после еды я чувствую себя ленивым, плохо себя чувствую. It is not modality. It is not modality. Modality is still different. Okay. Я спросила, это не модальность? Modality is the time of aggravations and ameliorations. Под модальностями в основном подразумевается время. The conditions for aggravation and amelioration. Время и условия для усиления симптомов или уменьшения симптомов. Это модальность. So mental symptoms are most important. Из всего этого ментальные симптомы наиболее важные. So the patient explains all his sufferings, his pains and all these things. And when you make the note of all these things, then you have to, suppose the patient says for a long time I am suffering frequent headache, for example. И вот он рассказывает вам все, например, к примеру, он рассказывает, что я страдаю от частых головных болей. So that is only just information, but it is not at all enough. And но это общая информация, которая нам ни о чем не говорит. Then we have to know under which conditions. That means at what time, under what conditions the headache is increasing, or under which conditions the headache is getting better. Да, для того, чтобы это стало симптомом гомеопатическим, нам нужно знать, при каких условиях головная боль сильнее, при каких она меньше становится. And what is the type of pain, whether it is... Какая сама боль? Как ее можно описать? Only if you say headache, потому что если мы просто напишем головная боль, you cannot decide any medicine. Это ни о чем. Because потому что in homeopathic treatment, the medicine is given not to the disease or not to any suffering. It is to the person. Потому что гомеопатические препараты, они соответствуют человеку, они не болезни. So headache is general term, but headache, what is the type of headache? И головная боль это общий термин, а какая именно головная боль у человека? So we have to know
precisely what is the type Мы of должны headache. знать точно. Because some person, if you has headache, then he feels comfortable by very strongly tying something on the head. Потому что некоторым для того, чтобы унять головную боль или сделать ее меньше, нужно очень туго завязать голову. But other person, when has headache, he will not allow you even to touch the head. А другому человеку при головной боли невозможно даже прикоснуться к волосам, не только к голове. So two are quite opposite. И это разные два препарата, совершенно Some противоположные. person says when he has headache, he feels as if the head is getting pressed. Один говорит, что я испытываю сильное давление на голову, когда у меня головная боль. And some person says, I feel as if the head is blown out from inside. А другой говорит, что у меня, когда головная боль, мне кажется, что сейчас голова взорвется изнутри. So this is what is called how it is felt by the patient. То есть нам нужно не про головную боль, а про то, что чувствует человек от головной боли. Some person may get headache exactly at the same time every day. Некоторые развивают головную боль ежедневно в одно и то же время. So, for example, if the patient says he is suffering from asthma, Некоторые говорят, что я страдаю от астмы. and when you write down the patient is suffering from asthma, it makes no И sense. если мы напишем, что у человека астма, то это вообще ни о чем. So, in some persons, the person may tell you that whenever there is a disturbance in the digestion, then immediately he gets the crisis, asthmatic crisis. Но вот если человек скажет, что как только у меня пищеварение нарушается, так сразу у меня начинается атака, приступ астмы, то это уже симптом. So when he Который happens можно to eat помочь. something which is always disturbing his stomach, then То есть after если that что he он gets. поест что-нибудь, что мешает его пищеварению, он немедленно развивает приступ астмы. And some other person, he says he gets this asthmatic crisis after he is exposed to cold. Другой скажет, что у меня приступы начинаются, когда холодает на улице, когда я замерзну немножко. So all these conditions we have to note down and find out under which category we have to place them. И когда мы слушаем про симптом, мы должны понимать, под какую категорию, в какой из этих вот рубрик нам нужно поместить этот симптом. We have to select a remedy. To select a remedy, we need to find out the mental symptoms and modalities. These are two important things. Очень важные моменты для подбора правильного препарата – это модальности и ментальные симптомы. If you select a remedy only basing on what are called the pathological symptoms, Потому что если мы будем основываться на патологии, pathological symptoms, they are for the patient, they are important because patient is concerned only with the physical sufferings, therefore the patient explains для on the пациента это, конечно, очень важно. Он как раз будет акцентировать свое внимание на патологических симптомах. То есть он будет рассказывать о своей патологии. But our selection of remedy, Но для подбора препарата we should never consider the pathological symptoms. мы никогда не основываемся на патологии. So it may be headache or it may be stomach pain, Это whatever it may могут be. быть боли в голове или боли в желудке. Но не на этом мы подбираем. Не на этом основании мы подбираем препарат. And also another very important thing is Еще одной важной вещью является causation. этимология. Причина. Because sometimes it has the very important information which is a key information for us.
А иногда нам это может очень помочь, потому что человек выдаст нам прямо ключ для подбора препарата, рассказав о причине, с которой началась проблема. So for example, you made the case sheet with all the mental symptoms, modalities and all these things. И вот мы сделали наш кейс со всеми модальностями, там, ментальными там, причинами, And then моментами. from the similarity, И you have потом, selected a remedy. и потом, основываясь на подобии, мы подобрали препарат. Then at the end you can find out that all these problems started only after an incident. И вдруг в конце мы узнаем, что все его проблемы начались после какого-то случая в его жизни. For example, if there is sudden death, например, в семье случилась внезапная смерть of the life partner or any family member, какого-нибудь члена семьи или партнера по жизни. and from that moment, from the intense grief, all these И things с этого момента started. от очень сильного ощущения горя у человека начались все проблемы. Then in this case we have to give importance to the causation. Тогда в таких случаях мы самое большое внимание уделяем именно вот этой вот причине. Если все началось с какого-то момента, что-то чем-то было запущено, тогда мы смотрим именно на это больше. And what are the peculiar symptoms? А что такое особенные симптомы? Или странные симптомы, их можно перевести. They are also called, you can also call them as characteristic symptoms. А их можно также назвать Not characteristic, peculiar symptom only. Peculiar. That is, for example, a patient Особенные A симптомы. patient comes Или to you странные for симптомы. the treatment for chronic constipation. Например, человек приходит и говорит, что у него хронический запор. So you have noted down, you made the case sheet, Мы сделаем ему кейс, and then this chronic constipation, what are the conditions you have to investigate? что нам нужно узнать насчет этого хронического запора. And then you could get a peculiar symptom, that is that the patient has a habit of carrying a book into the toilet. Мы, например, узнаем, что человеку легче сходить, если он читает книжку в туалете. And then starts reading the book sitting on the У него closet. есть привычка ходить в туалет с книжкой, он сидит, читает, и тогда он легче сходит в туалет. This habit is, this habit was with him because he knows that he cannot pass the stool unless he reads something like this or he diverts his mind. Выясняется, что он вот вообще не может сходить, если не отвлечет свой ум чтением книги. When he makes the effort to pass, he cannot pass. Получается, что если он делает какие-то усилия, в смысле, если он прикладывает усилия, если он тужится, тогда он не может сходить. So he keeps an effort for a long time, but without any Он не result. тужился, он не может сходить в туалет. So then if he comes out of toilet, then he gets once again the sensation to pass. И как только он выходит из туалета, ничего не совершив, у него ощущение, что он снова хочет в туалет. That is why during some years of experience, then he finds some of such things like carrying a book, or some other person may carry a cigar to smoke. Вот, и как-то, каким-то образом он, значит, вот выясняет, что когда он ходит в туалет с книжкой, тогда все происходит гораздо легче. Некоторые с книжкой, некоторые с сигаретой. So what is the fact behind this? Что за факт стоит за этим? Here
the situation is called antiperistalsis. Этот симптом называется антиперистальтика. That means when he feels mentally to pass the stool, Это then значит, что когда он хочет сходить в туалет, the muscles of the rectum, they make opposite action. то есть его ум дает команду сходить в туалет кишечнику, и кишечник совершает противоположное действие. То есть он спазмирует. When he diverts his mind, А когда он отвлекает свой ум, then the muscles тогда мышцы совершают свою работу. will act in a proper manner and he could pass. Работают, начинают сокращаться кишечник, и все происходит нормально. So the constipation of this person is totally different from the constipation of other persons. И вот этот вот запор, он будет совершенно другой и требовать другого препарата, чем запоры другого человека, который не требует такого. Невозможно сходить в туалет в другом, в чужом месте, в чужой квартире, там, не знаю. There are some other cases when a person can easily pass to when he or she is at home, but in different places. Yes, that is also there. Да, это тоже. That is also there. That is another type of. Это другой тип. Да. Yeah, they like. So this antiperistalsis is very characteristic symptom of only one remedy, that is Naksvanka. Антиперистальтика, например, это самый характерный признак только одного препарата. То есть он может быть дифференцирующим симптомом, потому что это свойственно только ноксвомике. Антиперистальтика. So, if you give any other medicine, either allopathic or homeopathic, any medicine except Naksvamika, you cannot eliminate this problem for this person. И этому человеку, для того, чтобы он преодолел свой запор, ему необходима ноксвомика. Потому что любой другой препарат ему не поможет. As long as you give medicine for constipation, he is not cured. Даже если аллопатический препарат ему дать от запора, ему это все равно не поможет. Because here the problem, the situation is antiperistalsis. Потому что здесь речь идет об антиперистальтике. This antiperistalsis also it can be identified in another situations, like for example during the delivery time for the ladies. И антиперистальтику можно встретить не только в туалете во время запора, а также можно встретить у женщин, которые пошли рожать. So a lady having a constitution of Naksvamika, у женщин конституция ноксвомики. So then she gets the labor pain. Когда у нее начинаются потуги. And when she tries to deliver, и когда она старается родить, when she feels mentally, then it is an opposite action, and therefore she тогда cannot все ее deliver. мышцы действуют в обратном направлении, и она ничего не может сделать. When she stops thinking of that, again the pains start. Но если ее как-то отвлечь, ее мысли как-то отвлечь от этого процесса, тогда она немедленно родит. So this problem is antiperistalsis. Это проблема антиперистальтика. So you give a dose of Naksvamika, she will deliver normally. Если ей дать одну дозу ноксвомики, она нормально родит. This was discovered by allopathic doctor. Yeah, I remember this. 200. There was a very clever doctor. He was an allopathic doctor. He doesn't know about homeopathic medicine. Был один очень умный доктор, он был аллопатическим доктором обычной медицины. In our older generation. Then, это было давно. Then what he did, he has он отследил эту особенность у некоторых женщин, когда они концентрируют свой ум на потугах, он отследил, что они не могут родить. He has observed this problem in the particular lady. And then what he did is in the labor room, he has arranged a screen, and other side of the screen he has put a cracker, and suddenly the cracker
as cracked with sound, and this lady delivered because her mind is diverted. И, будучи очень умным человеком, он придумал такую штуку. Он поставил ширму, за ширму уставил человека с хлопушкой. Когда он видел